Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Милане после просмотра коллекции Etro осень-зима 2024-2025 большинство критиков сошлись в едином мнении. Это смелый и мощный прорыв. А все потому, что за свое двухлетнее пребывание на руководящем посту креативный директор компании Марко де Винченцо олицетворял в мире фэшн-искусства что-то вроде смайла, эмодзи, с капелькой пота на лбу. В данном сравнении звучал намек, что он закопался в архивах Дома моды, боясь сделать шаг в сторону собственного видения именитого итальянского бренда. Часто казалось, лишь умелая бодрая стилизация на шоу только и выручала дизайнера, который безосновательно приглушал свои творческие амбиции. Хотя те определенно имелись. Но вот, наконец-то, де Винченцо набрался смелости и начал действовать, о чем недвусмысленно заявляет само название новой линейки – акт, то есть действие. И пусть дизайнер остался верен богемному духу Etro и его фирменным узорам пейсли, но позволил себе отойти от романтической трактовки и этот бохо-шик осовременить. Во-первых, узоры по ткани он сделал более масштабными и почти превратил их в абстрактные. Во-вторых, добавил оверсайз-силуэты, чего только стоят пальто и жакеты с широкими покатыми плечами, на которых можно вынести всю тяжесть бытия. В-третьих, свел обычно довольно пеструю палитру бренда к приглушенным, землистым и где-то даже мрачным цветам с преобладающими винным, хаки и черным. К слову, последний в своей интригующей, темной как смоль глубине, всегда считался почти анафемой, чуждой приверженности Etro к цветовому изобилию. В представленной коллекции вы найдете интересные решения в создании многослойного образа, как, например, двойная юбка, стильные эксперименты с драпировкой, асимметричным кроем, все вариации на тему трикотажной одежды, включая вещи, вывернутые наизнанку, чтобы создать трехмерный эффект текстуры. Замысловатая вышивка, позолота, броские заметные аксессуары – все говорит о желании автора модной линейки привлечь в ряды поклонников бренда еще больше новой аудитории. Как отметил в комментариях Марко де Винченцо, я почувствовал необходимость поднять планку, стремление к творчеству, которое ищет не совершенство в моде, а скорее эмоционального выражения. Не случайно в качестве сет-дизайна для модного действия он выбрал маску. Скульптурные творения огромных размеров были расположены вдоль подиума. Каждая маска символически выражала определенное чувство, эмоцию. Модное шоу с приглушенным светом в зале чем-то по сложившейся атмосфере и декорациям было похоже на театральное действо, а темой спектакля стал рассказ о путешествующих кочевниках. Модели с длинными косами, в просторных рубашках и жилетах, либо шерстяных топах, переходящих в шар, в жаккардовых цветных двойках, в мешковатых кардиганах и теплых вязаных гольфах напоминали древний странствующий народ ацтеков. Этот мотив поддержали объемные шапки, цветные платки, сапоги в ковбойском стиле и массивные украшения, золотые бусы-клыки и крупные серьги, подвески в форме маски-оберега, браслеты, похожие на повязанную на запястье ленту. На мой взгляд, у дизайнера получилось вдохновить в Etro новую жизнь, наполнить модные образы самобытным, динамичным характером и ярким, живым темпераментом. Очередная глава в истории бренда получилась интересной, заманчивым сюжетом и надеждой на дальнейшее, не менее волнующее продолжение. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Спасибо большое, друзья, за лайки, за ваши неравнодушные комментарии и подписку на мой канал. Красоты, совершенства, нескучного продуктивного дня, позитива, тепла и солнечного всем настроения!